Что, друзья, сейчас стоим в очереди для того, чтобы заехать на сервис в Автопрофи. У машины снова загорелся чек, как вы можете наблюдать. Я не знаю, с чем это связано, но в любом случае я знаю, что это связано с ремонтом. Не дай бог это снова катализаторы наши моросят. Это будет очень тупо. 38 тысяч и осталась ошибка. Значит, там надо будет... Ну, я уже предполагаю, что надо будет, но мне это не нравится в любом случае. С этой BMW реально начинаешь разбираться в машине. Ты уже на сервис ездишь как на медосмотр, как на флюорографию, как к стоматологу каждые полгода. Только здесь каждую неделю, 2 недели ты ездишь просто как минимум на ремонт и заодно диагностику. Так. Оп. Ремонт уже сделан. Уже начался ремонт, только что была на место вставлена вот эта дверная. Она все равно скрипит. Вот ты ее в тот раз ставил на место, ты едешь, она ты начинает. за нее держишься, да не держусь я за нее. Она, я не знаю, под 3 кочкам проедешь, она слетает и начинает скрипеть. Ничего, что думаешь по чеку? Катализаторы это? 2 варианта. Вот смотри, катализаторы, либо продувка бака. Мне нравится, что он начал вот с этого варианта. Катализаторы или продувка бака? Все. Что значит продувка бака? Ну, абсорбер. Ты мне объяснил, я прям все понял, абсорбер. Абсорбер. Но это американская машина, у них постоянно проблем по 2 вещам. Сколько бы ты ни боролся, сколько бы ты денег туда не влил, все равно будет чек. Чек будет гореть. Да, знаешь почему? Ну. Потому что есть на нашем бензине. А наш бензин, он совсем говнянее, чем американский. Пока ждем сервис, ты мне скажи, у меня жрет литр масла на 1000 километров в среднем. Вот я примерно прикинул. То есть вот я за 2 месяца искатал 4-литровую канистру. Насколько я далек от капиталки двигателя. То есть капиталка двигателя это дорого, это много денег. И сколько я еще должен проездить до капиталки, чтобы это не стало критичным. Потому что, ну я извиняюсь, 2000 рублей раз в 2 месяца, ну в месяц 1000 рублей, считай, на масло, это недорого. Смотря какой подход. Если подходить из жизни, ну вот как ты ездишь, доливаешь, да? Ты так можешь, я так думаю, еще долго ездить. Ну сколько, год-два? Да, слушай, ты Может, знаешь, и больше? Может и больше. А если сходить из регламента, то расход у этого двигателя должен быть литр на 10 тысяч. Ну, то есть в 10 раз меньше. Короче, если по-жизненному смотреть, то можно, в принципе, капиталку еще долго не делать. Да, но наступит такой момент, вот так, опа, ты с утра встаешь, заводишься, и у тебя синий дым. Ну, сейчас у нас нормально, да, Сейчас посмотри? нормально, да. Сейчас все хорошо, пока. Блять, трубы эти пердят больше, чем те. Да, эти трубы, они Те они все, блин, ребежали, но не пердели, а эти пердят. А тебе не нравится звук новый? Он и не басовитый, и такой какой-то странный. Зато я просто хочу, чтобы ты понимал. Вот я сейчас сюда ехал очень даже бодро. И у меня расход 18,8. Это не 23, это 18,8. Замена катализаторов была не зря, 100%. Сегодня мы собираемся сделать ремонт, о котором я давным-давно мечтаю. Во-первых, это парктроники, как задние, так и передние. И насколько я понял из телефонного разговора с Артемом, это очень сложно. Мы встроим туда нештатный партроник в твои штатные места. Там все автоматически будет работать. Вот, вы понимаете. Когда будешь ехать назад, будет работать оба партроника. То есть, когда ты вот сзади, вот в центре паркуешься, там задом вперед, назад вперед, между двух машин пытаешься запихаться, а там места нет. Короче, и перед, зад все показывает тебе. А если я в пробке вот еду медленно и приближаюсь к кому-то, отвлекся, в телефон залип, то он мне запищит? Да, да. Идеально. Это то, что надо. А также, помимо парктроников, сегодня мы пропаяем шлейф на торпеде. Это мечта любого BMW-ста, но ему жалко на это тратить деньги, силы и время. Кто пытается это сделать своими руками, обычно получается плохо. И Приходится менять всю. весь щиток. А это стоит очень дорого. Все, начинаем. Мы сразу видим проблему вот здесь, вот с этой жлыгой, которая нахер тебе не нужна, но через которую не вытащить будет, не снять. А мы можем ее убрать, чтобы Вот, она не мешала? Мне в вот. комментариях постоянно пишут, типа, убери фаркоп. Я думаю, слушай, можно попробовать ее выдернуть, оставить, ну, этот сам внутренний вот этот квадрат. У тебя же все равно заглушки нет. Нет, заглушки. То есть он пускай там будет. Если вдруг тебе понадобится, ну реально там, я не знаю, поедешь на пикник с телочкой и скажешь, я водный мотоцикл возьму с собой, зацепишь и повез. Мне нравится твой ход мысли, продолжай. Да, понимаешь? Ты фигак эту херню достанешь какую-нибудь из пакетов, вставил, воткнул и Ты погнал. умеешь продать мечту. Да. Лишь бы самому не заморачиваться и все там не выпиливать. My niggas is prone to black out. Double-handed out the Chevrolet until it max out. More P's is G's. These niggas tap out. Push your back out if you don't know what that's about. Pack up and stab out. Make a decision or deal with conditions when I spaz out. Unload, reload, unload, reload. Hand 'em a couple. Кстати, Тёмыч,
Пойдем, я тебе кое-что покажу. Я заметил, когда был в прошлый раз на сервисе, отсутствует вот эта вот заглушка. На том колесе она есть, а здесь нету. Насколько это плохо, то, что ее нету, и как ее обратно? Надо покупать просто заглушку или может чем-нибудь ее залепить? Я так понимаю, просто то, что у меня всякое говно из колес туда налетает, это ржаветь быстрее будет. Ну ничего не ржаветь у тебя быстрее-то не будет, там и так говна хватает. На провода летит, то есть, соответственно, там на туманке, на все это. Если мы сегодня все равно бампера будем снимать, может взять какую-нибудь пластиковую херню и на 4 самореза ее посадить и все. Back out, give them the whole thing black out. Squeeze until it's spring break, nigga, black out. You run out of bullets to swing, nigga, black out. Don't give a fuck about a thing, nigga, black out, black out. Give them the whole thing black out. Squeeze until it's spring break, nigga, black out. You run out of bullets to swing, nigga, black out. Специально для всех тех, кто уже написал или собирается написать в комментариях, почему машина такая грязная, ты не мог помыть ее перед съемками, чтобы вы просто понимали. Вот это вот происходит сейчас на улице. И это происходит на протяжении нескольких недель. Питер так устроен, тут постоянно такое. Сейчас плюс 10, несмотря на то, что декабрь. И мыть машину не имеет никакого смысла, потому что у нас слякоть, дождь, мокрый снег, слякоть, дождь, мокрый снег. Поэтому мой автомобиль последние, наверное, несколько месяцев пребывает вот в таком состоянии. Psychopath for the silence of my caliber is 45. Tumultuous, tragedy, infamous, infamy. These egregious statistics will increase exponentially. Что, ты меня содрал, да? Бля, нихуя себе. Слушай, ты действительно содрал только до краски. Ты содрал только сам пластидип. А вот здесь нет, здесь ты содрал полностью. К сожалению, рука мастера, скажем так, дрогнула и содрала нам пластидип. Так что теперь переходим к переднему бамперу. Но там все должно быть проще, потому что там фаркопа нету. Что касаемо передней подвески, которую мы недавно практически всю поменяли, она не стучит. Это в первую очередь обусловлено тем, что я очень мягко проезжаю всякие ямки, лежачие полицейские. Очень трепетно отношусь к этому всему делу. А во-вторых, потому что у нас стоят колеса-бублики, так называемые. Если бы я и дальше ездил на низкопрофильных шинах, то подвеска бы уже разбилась, я уверен. Yeah, turn the beat up a little bit, man. Yeah, rewind. You know it. Rascal, my whole clique. UMCs, San Fran, PA, CA. Yeah. И максимум? Не может быть, я 2 недели не заливал масло. Она себя излечила? Эта машина самоисцеляется? Я в это не верю. Не заливали масло. 2 недели, я ездил. Ездил много достаточно. Масло на максимум. Я до сих пор в это не верю. Я как подумаю, как круто. 18, be in the place clean. My dude, we make scream. You with a fake team. Real niggas is. Сейчас Паша разбирает салон. По левой стороне по полу идет вся проводка, которая доходит у нас до багажника. По ней, собственно, будет проложена новая коса для парктроника. Shit don't work. I tell them it won't hurt. You fuck around, get strangled with your own shirt. It's Dick Swan, the shit's on. I spit bombs. Bring help, man. These niggas getting shitted on. We get it poppin' now. Ain't no stopping us now. Full steam, gotta chase the cream. Erase your team. Looking for a place to dream. Times is hard. We gotta go make this green. So let's get it. We get it poppin' now. Ain't no stopping us now. Full steam, gotta chase the cream. Erase your team. Looking for a place to dream. Times is. Это у нас наш сабвуфер, который очень слабенький от природы. Вообще звук здесь говно. Друзья, честно вам говорю, в этой машине очень говно, очень плохой звук. Proud I hold the top crown. They wanna step in the ring to get knocked down. I give them shots now. They hearing the Glock sound. A little click clack. I tell them to sit back. I'm like a 6-pack. You dudes is one can. While y'all swing wild, I beat them with one hand. Несмотря на то, что это самый не помогающий для езды ремонт, он самый прикольный. Мы разобрали полтачки для того, чтобы протянуть несколько новых проводов. Sweet cats right off their own street. We get it poppin' now. Ain't no stopping us now. Full steam, gotta chase the cream. Erase your team. Looking for a place to dream. Times is hard. We gotta go make this green. So let's get it. We get it poppin' now. Ain't no stopping us now. Full steam, gotta chase the cream. Провод от парктроников снизу приходит вот сюда, вот здесь вот он тянется, и он пойдет дальше к блоку управления в багажнике. Вот этот провод сейчас идет, посмотрите, вот тут вот, под вот этим напольным покрытием автомобиля. Сейчас мы где-то здесь его протянем.
протягиваем и подключаем к блоку управления. Для того, чтобы сделать это все цивильно, реально приходится разбирать пол машины, потому что если все пропихивать вот так вот на отвали, то можно было бы уже давным-давно протянуть эти парктроники и подключить их. Но мы хотим сделать, чтобы все было просто идеально. И именно поэтому мы разбираем практически всю обшивку салона для того, чтобы пропустить провода под ней. Chemical slang lord, or throw the arrows in the dolphin. Vocal cord switch laser brings my 777s. Broke the slot machines out in Queens, Grateful Corners. Rebel on rap, smack on swing like batons. Most one. Старую проводку, которая здесь была, спереди мы оставляем. Тёмыч ее просто замотал изолентой, и она будет дальше висеть. То есть, если мы ее просто отрежем, то она может там замкнуть где-нибудь, еще какая-нибудь херня. Поэтому, типа, лучше от греха подальше ее примотать. Turn my channel, it'll blow your whole bench off the panel. Like 80 Roman candles that backfire. The slams you every day is like a video shoot. Check this shit, I take it back to Playboy Step. В принципе, для того, чтобы снять отсюда фаркоп, на данном этапе, когда у нас снят бампер, нам нужно всего лишь открутить 6 болтов, 6 гаек. Но я задумался о вопросе, если мне надо будет кого-то дернуть на веревке, куда-то отвезти, выполнить функцию внедорожника, то у меня не будет для этого возможности, потому что в усилителе нету вообще ничего, нету места для серьги, которая... Была какая-то подрамник, который был вместо фаркопа, который сняли, когда установили фаркоп. Снимем, еще надо искать заглушку на бампер после этого, где ты хер найдешь тоже. Так? Ну а так я когда паркуюсь, у меня еще фаркоп дополнительную защиту дает для того, чтобы мне ничего не было. Сейчас снимаем приборную панель, я так понимаю, для того, чтобы пропаять битые пиксели, наконец-таки, которые постоянно нам делают мозги. Midtown niggas scrambling, moving, examine the fly shit. Plus quick to buy shit, chef. Yeah, you know the whole go. Теперь мы будем разбирать приборную панель для того, чтобы заменить вот эти вот все битые пиксели. Приборная панель, как выяснилось, у нас еще... Оригинал? Да, никем не тронутый. Now let's get colorful like money green. High roller coaster, Sosa, $1 million nigga roaster. Yeah, God, we having my whole steez lace. Now let's rap and taste, connect dots, aim glocks, train stop, Figaro, fly, Julian, tricolor, cube. Эту панель не разобрать. Если мы снимаем стрелку, то мы ломаем моторчик, который под ней находится, потому что она так надета, чтобы она не снималась. Для того, чтобы снять ее вместе с моторчиком, нужно открутить болты, которые, сука, находятся под белой панелью, которая вообще сплошная, и до болтов не добраться. Вот это реально проблема. Chemical slang lord, or throw the arrows in the dolphin. Vocal cord switch laser brings my 777s. Broke the slot machines out in Queens, Grateful. Вот таким вот образом наши новые парктроники легли в корпуса от переднего бампера BMW. Просто как влитые. Паша их посадил на клей, пока мы там занимались этой панелью. Сейчас будем устанавливать и подключать. Jacob Jazz is center, Woo and Snoop there. D-Block pull up, olive green drops. The interior suede, the dashboard's crack. Air fresheners hang, the joint is sold out to capacity. This young bitch keep asking me, can I suck your dick? Not now, shorty. Maybe after the show, just hold fast for me. Вот таким вот колхозным методом, просто взяв маленький кусочек пластмассы от бутылки от масла. Паша вырезал в нем 4 дырки и на стяжке прикрепил это к локеру автомобиля, просто просверлив в нем 4 дырки, потому что найти эту заглушку от BMW это целая проблема. А так получилось очень даже симпатичненько и аккуратненько. Ну, в общем, мы там отвлеклись и ничего не смотрим, что тут происходит. Расскажи вкратце. Вот эти контакты, вот этот старый шлейф, вот это дисплей. Угу. Вот он. Это старый. Это тут приклеен он был, да, вот таким образом. Какие-то контакты отвалились, клей этот отсох, пропадают здесь на дисплее, так сказать, буквы, пиксели и так далее. То есть, по сути, мы заменяем вот сам вот этот шлейф, вот да, на этот, а дисплей остается тот же, и это все остается тоже. Конечно. Сейчас мы будем приклеивать новый шлейф. Если мы хотя бы на миллиметр промажем вот эти вот деления, хотя бы одно из них, то он уже не будет работать так, как надо. В общем, работа действительно ювелирная. Второго шлейфа у нас с собой нет, у нас не куплено ничего про запас. Тёма будет пробовать, я надеюсь, что все получится с первого раза и не будет никаких косяков. You know what's on the waist. I don't mean jazz when I say I count bass. Fly Louis sneakers, purple tape coming out the speakers. Bumped into my high school teachers. They said I wouldn't be nothing, sitting on the bleachers. Now I'm sitting in the Phantom, trying to figure out the features. I'm a big fish now, I watch for the leeches. Yeah, I'm from a gunplay. Приборный щиток страдает от этого всего, потому что он, в принципе, не рассчитан на это. Это уже придумки, так сказать, китайской культуры, нашей культуры сэкономить. По-хорошему, замена приборного щитка по регламенту. Но это мы тут
пытаемся в нему придать вторую, третью, пятую жизнь. Если мы не будем экономить, то у нас хватит ремонта только на переднюю подвеску и все. То надо подумать, стоит ли покупать BMW. Нет, нехорошо. Слабенько, да? Прям супер лучше не стало. Половинка, видишь, нижняя строка. Ну и верхняя тоже половинкой. И лампочка вот эта не горит, я вижу, что отсюда. А вот здесь была, короче говоря, я туда переставил. Ну, в общем, работает только наполовину. Если Тёмыч придавливает рукой на контакты, то начинает гореть весь дисплей. Поэтому сейчас он попробует еще немножечко допаять, и, возможно, у нас все получится. Тёмыч разобрал обратно, и шлейф вообще отвалился. То есть он вообще не припаялся, можно так сказать. Вот, видишь, теперь у нас все светится, только немножко белс не горит. Вот здесь, короче, чуть-чуть не хватает пикселя, и вот здесь вот чуть-чуть не хватает. А может, туда можно что-то засунуть, чтобы он сверху давил на нее всегда? Потому что мы уже ее не припаяем, там все расплавится нахер сейчас. Ну и теперь самое сложное — это поставить стрелки обратно на те же места, на которых они стояли, и заставить их всех работать. Мы собираем приборную панель, и у нас не хватает одной стрелки. Она где-то потеряна. Уже минут 20. Тёма ее ищет везде. Мы ходим внимательно, смотрим под ноги, чтобы, не дай бог, ее не раздавить. У нас уже пришла в голову шальная идея поставить вот эту маленькую стрелку отсюда вот сюда на тахометр. Это, конечно, смотрится смешно, но слишком убого. Поэтому Тёма пытается найти эту стрелку, он рассматривает все вокруг, и это беда. Это печаль и беда. Понимаете, это террорист. Вот этот человек, он создал теракт, он просто стрелку положил в карман. Я, конечно, да, я стрелку Давай, выворачивай украл. карманы на камеру. Появилась шальная идея взять стрелку от Мерседеса, короче, из этой панели вытащить. Видимо, мы это и сделаем, короче, в конце концов. Зато такая панель будет только у тебя. Если у меня тачку угонят, я сразу скажу: отличительная черта. На тахометре стрелка от Мерседеса. Он нашел! Он ее нашел! 20 минут поисков. Да! Крутяк, вообще вся панель работает, все светится. Вот одна буковка только не работает у нас, и полосочка по всему этому делу идет тоненькая. А так все охерительно. Слушай, ну круто! I jump on stage with my dick in my hand. I'm a Park Hill nigga, straight from Shaolin. New York is the borough where I pump my rock. Бампер задний теперь поцарапанный прям посередине. Ну только посмотрите, а, на это. I'm known in Flossie. I'm known everywhere like Remedy Rossi. Never say shit. I'm hard and cocky. Тёмыч принес огромное количество проводов. Сейчас это все будет подсоединять. Расскажи мне, как это все происходит, что куда идет. Это наш монитор, который поставим на приборную панель куда-нибудь. Слева от спидометра и вся Чтобы он остальная ему фигня. показывал, что там происходит вокруг машины. Сколько метров, грубо говоря, до препятствия? Да, это все у нас пойдет от блока управления прямым проводом. Также слева от сидений, грубо говоря. Да. Этим проводом, это провода управления, которые пойдут на блок. Отсюда пойдут сигналы с заднего хода, с педали тормоза, а также замка зажигания. Замок зажигания — это подача сигнала для того, чтобы блок включился. По красному проводу у нас будет идти на задний ход. Это подача питания, когда ты включаешь заднюю передачу. Идет сигнал туда, чтобы он активировал задние партроники. Также у нас здесь есть масса, но это стандартно, черный цвет. И также есть у нас еще один проводок, который подключается на стоп-сигнал и на реле времени, для того, чтобы включался передний патроник, и они работали передний и задний. Мы сейчас все это в тестовом режиме подключим, посмотреть, как что показывает, что это показывает, хрень. И после этого определимся, что куда, и быстро все это распихаем. Значит, у нас шли провода на прицеп, которые были выведены. Это стоп-сигналы, задний ход и тормоз. Тёма их нашел, они там уже все сгнившие посередине. Он сейчас пытается из этих проводов вычленить, кто что значит, и, соответственно, к ним он будет прицеплять наши парктроники. Сейчас мы тестово запустим наши партроники, посмотрим, что они могут, посмотрим, что показывает этот дисплей. Давай, приступаем. Нажми на тормоз. Опачки, что мы видим? Включился передний партроник, и он нас смотрит сейчас у нас за Пашей, который ползает вдоль бампера, он там слева где-то спереди. Включи заднюю скорость. Во. Теперь мы походим вместе с ним. Вот типа все. Аж красным заморгало. Вот как меняется амплитуда. Вот впритык. Он работает передний, Пашу видит.
А я же ничего не нажимаю, почему он работает передний? Ну, потому что, смотри, оп, все, выключился. А если бы я нажал тормоз, он бы снова включился? Включился, да. А как он будет у меня на ходу мозги не делать, когда я еду? Или он всегда, когда я буду к чему-то приближаться спереди, будет мне делать? Даже если я на скорости обгоняю кого-то? Нет, не будет. На Почему? скорости не будет. Как он это поймет? Потому что у нас запоздание сигнала идет. Допустим, ты в пробку уперся, нажал тормоз, да, он включится и будет видеть переднюю машину. Как только вы поехали, тормоз отпустил, через 15 секунд он погаснет. Он каждый раз запускается, когда я нажимаю тормоз. И работает какое-то время. Это для него идет как активация, то есть Да. он активировался. И потом, если я не нажимаю Если ты не тормоз, нажал, он выключается. выключается. I jump on stage with my dick in my hand. I'm a Park Hill nigga, straight from Shaolin. New York is the bell where I pump my rocks at. Bitch ass niggas where I dump my clots at. I don't have to get dipped. I'm known in Flossie. I'm known everywhere like Remedy Rossi. Never say shit. I'm hard and cocky. Too hot for these traps. Watch this summer. На часах 23:36, практически 12 часов ночи. Наконец-то работа подходит к своему завершению. Через 10 минут меня точно уже в этом сервисе не будет. Я хочу сказать огромное спасибо ребятам за то, что отремонтировали мою машину и потратили на это весь день. Если вы не знаете, где ремонтироваться, сделайте это здесь. Автопрофсервис, вся информация внизу. На все про все у меня ушло 15,5 тысяч рублей. Это и детали, и работа. Да, 15 тысяч не маленькие деньги, но зато у меня появились парктроник. И самое главное, что на моей приборной панели теперь видны все надписи. Это просто очень круто. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Yo, these duffel bag niggas is lame hoes. I flame those. Your papa should've left you a stain on clothes. I rock heavy metal, 18 carats or better. Blue steel or Beretta, I'ma stack that feta. Guacamole, my shit is fat. I call it roly poly. Niggas screaming like damn goes holy moly. The baddest bitches walking 2 steps behind me 'cause